Здравствуйте, друзья! Как я и анонсировал в обзоре USB Zigbee стиков, я делаю небольшую серию обзоров, посвященную DIY устройствам проекта Modcam.ru. И сегодня мы поговорим о таком вот брелке на 8 клавиш, который работает по протоколу Zigbee. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что такие устройства нельзя просто взять и купить на AliExpress. Они создаются энтузиастами. Тем не менее, эти устройства все же доступны к приобретению. Все ссылки, которые мне известны, где можно купить такие устройства, собраны в одном текстовом файле. Ссылку на этот файл вы найдете в описании под этим видео. Кто интересуется темой Zigbee, наверняка заходили на сайт Modcam.ru и, в числе прочих, видели статью «Пульт Zigbee V2, просто удали лишнее». В этом видео речь пойдет именно о нем, а точнее о его 8-кнопочной модификации. В этой статье, ссылку я тоже оставлю в описании, можно найти полное руководство и все необходимые материалы для самостоятельного изготовления, включая прошивку и макет для печати корпуса. Устройство выполнено в виде брелка, очень напоминает автомобильную сигнализацию. Макет предусматривает и держатель для кольца с одной из сторон. На фронтальной части находится 8 кнопок, в центре окошко для светодиода. На задней стороне имеется только одно отверстие, оно может пригодиться для облегчения открытия корпуса. Размеры пульта в данном корпусе 6 см в длину с учетом держателя. Ширина чуть более 2,5 см, так что гаджет весьма компактный и может вполне претендовать на роль карманного устройства. Мне на обзор досталась версия без полиграфии, но авторы этого устройства предлагают и свои варианты дизайна для него. Эти фото взяты с сайта Modcam.ru. Конечно, никто вам не запретит создать свой собственный вариант наклеек для кнопок. Откроем корпус и рассмотрим гаджет во всей красе. На фронтальной части находится 8 двухконтактных SMD кнопок размером 3 на 4 на 2 мм, в центре светодиод. Сзади находится элемент питания, круглая батарейка CR2032, знакомая всем строителям умного дома. На плате имеются контакты для припаивания гребенки программатора. Собрано устройство на базе модуля Zigbee от eByte E18MS1 PCB, это многократно проверенное промышленное решение. Модуль содержит в себе чип CC2530 и усилитель CC2592. Имеет 8 кБ оперативной и 256 кБ постоянной памяти, что более чем достаточно для работы такого устройства. Важно! Нумерация кнопок. Если расположить пульт батарейкой вверх, то номера кнопок будут идти сверху вниз. Верхняя правая – это первая, а нижняя левая – это 8-я. Перед сопряжением нужно извлечь батарейку, чтобы сбросить устройство к первоначальным настройкам. При помощи аддона Zigbee to MQTT Assistant переводим систему в режим подключения новых устройств. Вставляем батарейку, после чего загорается светодиод. Зажимаем первую клавишу до тех пор, пока диод не начинает мерцать. После этого отпускаем кнопку, ждем 3-5 секунд и еще раз коротко нажимаем на первую клавишу. Пульт залетит в систему не сразу, сначала должен пройти опрос всех клавиш, это видно в логах аддона Zigbee to MQTT, занимает буквально минуту. После этого пульт начинает реагировать на нажатие, подтверждая их двукратным мерцанием светодиода. Теперь пульт появился в списке устройств, давайте выясним, как он работает. Обратите внимание, что автоматически прописывается только один сенсор качества сигнала, каких-либо других сущностей пока нет. Пульт является конечным устройством, на карте сети у него только одна связь к координатору. В интеграциях Home Assistant мы также видим один единственный сенсор качества сигнала, никаких кнопок нет. Давайте выясним, куда же они подевались. А вот и ответ на этот вопрос. Зайдя через MQTT Explorer в топик устройства, мы увидим кроме качества сигнала и уровень заряда, и напряжение батарейки, и все 8 кнопок. Они, кстати, работают по принципу свечей, имеют статусы включено и выключено. Топик реагирует на нажатие кнопок, они меняют свой статус, и это видно в истории изменений. Теперь осталось дело за малым – создать сущности на базе этого топика. Перейдем в папку бинарных сенсоров, о них я рассказывал в своих уроках по Home Assistant. Для удобства я создаю новый файл.
Для сенсоров будет использоваться платформа MQTT. Далее указываем имя кнопки, сначала первое. После этого нужно прописать имя топика, его можно просто скопировать из MQTT Explorer. Далее в значение шаблона берем статус первой кнопки из этого топика и прописываем, какой статус соответствует какому состоянию. Напомню, что у бинарного сенсора их может быть только два, включен и выключен. Шаблон готов, теперь копипастим все 8 кнопок, меняем только номер. Проверяем конфигурацию и если нигде нет ошибок, перезагружаем инстанс. После перезагрузки заходим в панель состояния и ищем созданные сенсоры. Все в порядке, все 8 сенсоров в наличии. Теперь можно понажимать на кнопки и проверить реакцию сенсоров. Если говорить на чистоту, то для меня было бы логичнее, что для такого пульта были бы не бинарные сенсоры, а сенсоры состояний, которые бы генерировали события, например, клик, как кнопка. Хотя бинарные сенсоры можно тоже использовать без привязки к конкретному состоянию. Давайте теперь посмотрим, как ведут себя эти сенсоры при перезагрузке. Половина сенсоров выключена, половина включена. Дополнительных настроек в плагине ZigBee to MQTT я не делал. Перезагружаем инстанс. После перезагрузки все сенсоры выключены. Но пульт помнит свое состояние и при каждом нажатии он обновляет статусы всех кнопок. Это станет видно после нажатия на любую из кнопок. Кнопка 1 после нажатия изменила свой статус, остальные восстановили. Чтобы такого не происходило, нужно прописывать в файл devices YAML плагина значение retain true. Подробнее как это сделать я рассказывал в обзоре ZigBee Stick CC2538. После этого нужно рестартовать плагин, чтобы настройки применились. Теперь можно провести тест. Снова половину сенсоров включим, вторую выключим. Для разнообразия инверс на первому тесту. Перезагружаем инстанс. Так как сообщение в топике MQTT теперь сохраняется, перезагрузка не влияет на состояние бинарных сенсоров. Вот после этого сенсоры пульта можно использовать как триггер в автоматизациях. Ограничений тут нет. Освещение, вентиляция, отправка кодов по ИК-каналу и так далее. Устройство получилось довольно интересным. Промышленные аналоги мне такие не встречались. Однако реализация нуждается в доработке. Во-первых, было бы очень неплохо, чтобы эти кнопки автоматически пробрасывались в Home Assistant. Второй вопрос, мне кажется логичнее использовать здесь не бинарные сенсоры, а сенсоры событий, чтобы при нажатии на каждую из кнопок генерировалось событие клик, дабл-клик, лонг-клик, как на привычных кнопках типа Акара или Midze. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все оперативные новости, а также интересные купоны и акции публикуются на моем телеграм-канале, ссылка в описании под видео. До новых встреч!